Срочное обращение Трампа. Россия готовится к штурмам на Южном фронте, а в Украине полетели первые головы из-за ошибок командования. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Ракетный удар по построению представителей ВСУ мог быть нанесен благодаря блогеру и его видео в ТикТок. Новые детали страшной трагедии в Украине. Американцы продолжают уничтожать Зеленского. Новые обвинения, на этот раз из нацразведки США. Что будет с президентом Украины? Линия фронта приближается к ЕС. Во Франции заявили об опасности. Лукашенко создал новые спецподразделения, а ВСУ готовятся к штурмам в областях, которые РФ считает своими. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Полетели первые головы. В Украине не утихает скандал из-за ракетного удара по военному полигону в Днепропетровской области. За последние сутки всплыли новые детали. Россия ударила по построению военных баллистической ракетой «Искандер-М» в кассетном снаряжении. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский. На время расследования службы уже отстранили начальника Центра подготовки подразделений и командира воинской части. Теперь будет проведена проверка на выполнение приказов и требований о своевременном оповещении ракетной опасности и проведении совещаний и сборов на открытой местности. Тем временем украинский военный Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» намекает, что в трагедии надо винить не только командование, но и одного из военных, который активно вел свою страницу в ТикТоке и выкладывал видео с территории этого учебного центра на протяжении 2 недель. Подразделения мониторинга противника активно работают каждую минуту. Мониторинг, уточнение локации, дополнительная разведка, удар. Сразу после удара он прокомментировал последствия, где россияне искренне благодарили его. Аккаунт уже почищен, но все материалы собраны и будут приобщены к материалам служебного расследования. В ВСУ пообещали, что Россия заплатит за этот удар. Как именно и когда, не уточнили. В украинских медиа также обсуждается то, что удар корректировал дрон россиян, которые попросту не сбили, а воздушное командование СХИТ, то есть Восток, отличается своими плохими показателями по внедрению дроновой ПВО. Сколько надо положительных ударов «Искандером», чтобы мы поняли наконец, что командующий ПВК «СХИТ» не на своем месте. Летчика надо ставить. Поверьте, не просто так я всегда говорил о том, что на систему управления воздушным, то есть в воздушных силах везде должны стоять летчики, летный состав. Там хороший зам-летчик, его надо ставить командующим ПВК «СХИТ», и вот он уже разберется, как это все проводить. Это у нас, получается, поменяли командующего, не летчика, поменяли на летчика, а внизу, как за направление отвечали ПВОшники там или не имеющие отношения к авиации люди, так и остались. Так давно менять, надо было целую вертикаль менять. Линия фронта движется и приближается к ЕС. Об этом заявили во Франции. Министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро говорит, что угроза приближается вот уже 15 лет как. И экстренный саммит по безопасности в Европе, который прошел в воскресенье в Лондоне, показал, что произошло пробуждение европейцев, которые отказывались видеть реальное положение дел, говорит Барро. Глава французского МИДа также рассказал, чем опасна капитуляция Украины. Линия фронта становится все ближе и ближе. Вот почему президент Франции последние 7 лет говорит, что нам необходимо усилить оборону, чтобы сдержать угрозу. Я считаю, что в интересах Соединенных Штатов и естественное предназначение Америки быть на стороне Украины. Если бы Украина капитулировала, это было бы ужасной новостью для этой страны и ужасной новостью для европейцев. Но это также было бы ужасным признаком слабости США, и именно в этом духе мы разговариваем с американской администрацией на всех уровнях.
Стратегической целью России остается полная оккупация Украины. Если же такой план реализовать не удастся, то Кремль хочет, чтобы страна была нейтральной или же пророссийской. Планы РФ раскрыли в Главном управлении украинской разведки. Там говорят, что сейчас существует угроза наступления в тех областях, которые Путин посчитал российскими. Это Запорожская и Херсонская. В ведомстве Буданова говорят, что на оккупированных территориях Украины, а также в Курской области находится более 620 тысяч российских оккупантов, а пополнение боевых потерь у РФ происходит регулярно, без перебоїв. Вони чітко для себе визначили найбільш критичні і найбільш актуальні напрямки ведення бойових дій. Насамперед це Покровський напрямок, це Торецьк, це Часів Яр, для того, щоб завершити всі операції, які вони спланували. Ну і відповідно це Куп'янськ. Так що ми розуміємо ті завдання і ті плани, ми знаємо ті плани, які має перед собою Російська Федерація, в тому числі і можливість проведення штурмових наступальних дій і в Херсонській, і в Запорізькій областях. США не понимают, куда движется Зеленский, который не разделяет фундаментальные ценности свободы и безопасности. Такое резкое заявление сделала главная разведчица США, директор нацразведки Америки Тулси Габбард. Она сделала новое обвинение в адрес Зеленского и тем самым продолжила линию партии и присоединилась к критикам украинского президента, заявив, что тот хочет войны, в отличие от Трампа, который стремится положить конец боевым действиям. Габбард усомнилась в том, что в Украине борются за свободу и демократию, а Зеленского она описала как узурпатора. В Украине отменяют выборы, политические партии заставляют замолчать или даже подвергают уголовному преследованию, или лидеров бросают в тюрьму. Церкви закрываются, политическую оппозицию заставляют молчать. Есть полный государственный контроль над СМИ. Мы могли бы перечислить целый список проблем, которые противоречат ценностям демократии и свободы. Поэтому действительно возникает вопрос. Как говорил вице-президент Венс в Мюнхене, очевидно, они выступают против Путина. Очевидно, это так. Но за что они на самом деле борются? И соответствуют ли они ценностям, которые, как они утверждают, разделяют с нами? Ценностям, за которые выступает президент Трамп и вице-президент Венс. Это ценности свободы, мира и настоящей безопасности. Британцы не особо хотят видеть Трампа на своей земле после скандала, который произошел в овальном кабинете. Петиция с призывом отменить визит американского президента собрала почти 70 тысяч подписей. Несмотря на это, премьер Кир Стармер отверг эту идею. Напомню, что именно Стармер передал Трампу приглашение от короля Чарльза III посетить Великобританию. Произошло это буквально за пару дней до перепалки в овальном кабинете. Государственные визиты в Великобританию – это визиты самого высокого уровня, которые длятся несколько дней и предусматривают масштабную официальную программу. Британцы считают, что Трамп заслужил максимум на чашку чая с пирогом. Я предпочел бы не видеть его здесь, но это реальная политика. Думаю, что нам, вероятно, все еще придется это делать, но мне бы хотелось, чтобы британская общественность вышла и выразила свое недовольствие этим человеком. Трамп собирается раскрыть карты и сделать этот вечер грандиозным. На своей странице в True Social американский президент написал 2 сообщения, буквально одно за другим. В одном сообщении он пообещал рассказать все как есть, это была цитата, а во втором написал следующее. Единственный президент, который не отдал ни пяди земли Украины, России, Путина, это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с удовольствием транслируют все, что они говорят. С заявлением, которое должно сделать вечер грандиозным, Трамп обратится к нации 4 марта. В Украине, Беларуси и России будет глубокая ночь. Это будет обращение к совместной сессии Конгресса США. Вероятно, что главными темами станут внутренние проблемы Америки, но пресса предполагает, что Трамп не сможет не упомянуть войну России против Украины. Fox News сообщает, что американский президент также представит свою законодательную программу, в частности, планы по налоговым сокращениям, финансированию безопасности границ и другим ключевым вопросам. Обращение будет транслироваться в прямом эфире на многих телеканалах.
Кошмар на улицах Германии. Шокирующие события развернулись в Мангейме, где в понедельник во время завершения карнавального сезона мужчина за рулем автомобиля влетел в толпу людей. В первые часы после трагедии было известно о 25 пострадавших. Из них большая часть оказалась в тяжелом состоянии. Бильд сообщал о 2 погибших. Трагедия омрачила праздник и привела к хаосу. В ответ на чрезвычайную ситуацию полиция запустила масштабную операцию. Центральная площадь, где произошло это страшное событие, была немедленно оцеплена. Все дороги в центре города перекрыты. По данным немецкой прессы, полиция арестовала предполагаемого водителя авто. Это 24-летний выходец из Афганистана. Конец инфо-цыганки. В России отправили за решетку блогера, которая учила россиян правильно загадывать желания. Ее аудитория в Инстаграме насчитывает практически 5 миллионов человек, и благодаря подписчикам Елена Блиновская стала одной из богатейших женщин России, но прогорела. Королева марафонов была задержана еще в 2023 году при попытке покинуть Россию на границе с Беларусью. Желания Блиновской начали не сбываться тогда, когда она решила уйти от уплаты налогов и занималась отмыванием денег. Именно так стала фигуранткой уголовного дела. По крайней мере, так гласит официальная версия. Изначальная задолженность Блиновской по налогам оценивалась в 900 миллионов рублей, однако она частично погасила долг. При этом Блиновская, которая является матерью 4 детей, полностью признала вину. Муж инфо-цыганки, который также проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого, решил замаливать грехи иначе. Он отправился на фронт убивать украинцев. Лукашенко увеличивает количество спецподразделений силовиков для борьбы против своих же граждан. Информацию о том, что полчище режима растет, выдал министр внутренних дел Кубраков. Сейчас на территории Беларуси создано не менее 13 новых отрядов. Это небольшие отряды, которые выполняют особые задачи. В первую очередь, начало создания таких подразделений было положено после 2020 года. Ситуация была напряженная, и было принято решение создать такие отряды, которые готовы выполнить поставленную задачу в любом месте и в любое время. В Минске уверяют, что такие спецподразделения готовы выполнить боевую задачу в любой точке республики, в том числе и на границе с Украиной. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.